Привет, друзья! Я Валерий Табаков, инженер, юрист, исследователь с PhD и русскоговорящий болгарин. Сегодня мы поговорим о вопиющей несправедливости. Почему законодатели Украины отказываются признавать русскоговорящих болгар коренным народом? Мы разберем, как закон Украины о коренных народах Украины нарушает международные нормы, игнорирует историю и разжигает раскол в обществе. Это будет 20 минут правды, фактов и жесткой критики. Подписывайтесь, ставьте лайк и поехали. В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон Украины о коренных народах Украины. Согласно ему, коренным народом считается только автохтонная группа, которая сформировалась на территории Украины, имеет самобытную культуру и язык и, внимание, не имеет собственного государства за ее пределами. В список коренных народов вошли только крымские татары, караимы и крымчаки, а русскоговорящие болгары, как и русские, венгры, поляки, оказались исключены. Почему? Законодатели утверждают, у болгар есть Болгария. Значит, они не могут быть коренными. Но это абсурд. И я объясню почему. Давайте обратимся к истории. В VII веке на территории современной Украины существовало государство Великая Болгария, основанное ханом Кубратом. Это первое христианское государство региона, простиравшееся от Поднепровья до Кубани. Именно здесь, на землях Украины, формировались этнические группы, которые позже стали частью болгарского народа. Многие русскоговорящие украинцы, особенно в южных регионах, могут быть потомками этих древних болгар. Переселение болгар в XVIII-XIX веках, о котором мы знаем из истории, лишь усилило эту связь. После русско-турецких войн болгары массово переселялись на юг Украины, получая земли от Российской империи. По данным переписи 2001 года в Одесской области проживало 150 тысяч болгар, в Запорожской – 27 тысяч. Они сохраняли язык, культуру, традиции. Но с приходом советской политики украинизации, а затем репрессий 1930-х годов, болгарская идентичность начала стираться. А теперь украинские законодатели окончательно решили лишить их статуса коренного народа. Это не просто несправедливость, это историческое предательство.
законодатели Украины ввели критерий: коренной народ не должен иметь собственного государства. Но это противоречит международным нормам. Декларация ООН о правах коренных народов 2007 года не требует такого условия. ООН говорит: коренной народ – это группа, которая исторически населяла территорию до прихода доминирующих групп, сохранила свою самобытность и находится в уязвимом положении. Возьмем саамов в Норвегии. Саамы – коренной народ Норвегии, Швеции, Финляндии, России. У них нет своего государства. Но это не главное. Главное их историческая связь с территорией и культурная самобытность. А теперь представьте, корейцы в Японии. У них есть Южная Корея, но их историческая уязвимость позволяет рассматривать их как группу с правами коренного народа. Почему же русскоговорящих болгар, чьи предки жили на этих землях еще в VII веке, лишают этого права? Законодатели Украины просто манипулируют нормами, чтобы исключить неугодные группы. Давайте называть вещи своими именами. Этот закон – политический инструмент. Законодатели Украины, вводя критерий отсутствия государства, хотели исключить русскоговорящих из правового поля. Это часть политики противодействия России, начатая после 2014 года. Но почему под удар попали русскоговорящие болгары? В 1930-х годах советская политика коренизации дала болгарам на Украине культурную автономию. Были болгарские школы, газеты, театры. Но в 1937 году все это уничтожили. А в 1944 году 12,5 тысяч болгар депортировали из Крыма под предлогом сотрудничества с немцами. Сегодняшний закон – продолжение этой дискриминации. Законодатели не просто игнорируют историю. Они сознательно стирают идентичность русскоговорящих болгар, чтобы усилить украинизацию. Это цинично и недопустимо в стране, которая претендует на европейские ценности. Закон Украины нарушает международные обязательства. Устав ООН, Хельсинские соглашения, Европейская хартия региональных языков – все эти документы гарантируют права меньшинств на самоопределение, язык и культуру. Но что мы видим? Русскоговорящие болгары лишены права на статус коренного народа, а значит и на дополнительные гарантии, которые могли бы защитить их от ассимиляции. Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, еще в 2017 году осудила Украину за языковый закон, который ограничивает права меньшинств. Венецианская комиссия неоднократно указывала на дискриминацию в образовательной политике, но законодатели Украины продолжают идти своим путем.
углубляя раскол в обществе. Они превращают страну в националистическое государство, где есть привилегированные народы, а остальные ущемлены. Непризнание русскоговорящих болгар коренным народом – это не просто юридический вопрос. Это удар по обществу. Люди чувствуют себя преданными. Их идентичность стирают. Русскоязычные школы закрыты с 2020 года. Культурные права урезаны. А что сделали с болгарами? Их школы, газеты, театры, существовавшие в 1920-х, давно уничтожены. А теперь их лишают даже права на историческую память. Сравните с Норвегией. Саамы, не имея государства, имеют свой парламент, школы, СМИ. Их язык саамский, не финский, хотя оба языка родственны. Почему Украина не может дать русскоговорящим болгарам хотя бы часть этих прав? Вместо этого мы видим политику, которая разжигает ненависть. Путь к катастрофе. Друзья, пора сказать «хватит». Законодатели Украины смотреть этот дискриминационный закон. Русскоговорящие болгары такие же наследники этой земли, как и другие народы. Мы требуем справедливости, основанной на истории, а не на политических играх. Если вы сталкивались с дискриминацией из-за языка или идентичности, пишите в комментариях. Давайте вместе искать правду. Поддержите канал, чтобы мы могли продолжать говорить о том, что замалчивают. Карта для донатов 4149 6090 1335 8926. Приватбанк Украина. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь видео. Вместе мы сильнее. Спасибо, что были со мной. Мы будем продолжать говорить о правах русскоговорящих, о нашей истории и справедливости. До новых встреч, друзья! Берегите себя и свою идентичность. Пока.